Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, наконец-таки настоящий, правильный, добротный контент в 16-м обновлении от Frontier в нашей вселюбимой Elite Dangerous. Обо всем подробнее далее, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент, если хотите поддержать меня, и контент, который выходит на канале, все ссылочки в описании под видео. А вот теперь поехали. И как же это прекрасно, то что у нас нету никаких новых CS-ок примерно месяц. Предыдущая CS-очка у нас была с 13 по 20 июля. Сейчас у нас уже 18 сентября. И кстати, да, есть новые шкурки на корабли. Как же я мог об этом не сказать? Я же так хочу партнерку от фронтиров. Иначе не дадут. Ну и как бы сколько времени прошло 16-го обновления? Что у нас было новое, кроме нового торгоида? Да ничего, в принципе, больше. Но есть новый Галнет. Обнаружено место древнего инопланетного побоища. В системе в Rego BUYB2-0 обнаружены останки кораблей, некогда участвовавших в битве между торгоидами и стражами. Как будто, блин, мы такого больше никогда до этого не видели. Угу. Выведенные из строя торгоидские корабли и созданные стражами сооружения находятся в данной системе, первая планета, третий спутник. Миллионы лет назад инопланетные расы вступили в ожесточенное сражение, но материальных артефактов, сохранившихся до наших дней, почти не осталось, кроме урн стражей, сфер стражей, табличек стражей, реликвий стражей, часовых стражей. Да господи, даже те же самые вспомните. Космические станции стражей. Цирк. 200 лет назад корабль Proteus, принадлежащий Azimuth Biochemicals, наткнулся на похожее поле боя в системе Trapezium Sector YUXC2, 1-2. Его исследования возобновились в 3037 году. Сейчас 3309 год в игре. В Rego BU-YB2-0 одна из систем, упомянутых в докладе командира Ренни Раковски, столкнувшийся с торгоидским перехватчиком в расположенной поблизости в Rego GAXB3-0. В ходе расследования, начавшегося после публикации доклада, команда Holloway Bioscience Institute отправилась в регион с целью подготовки к возможной ксеноархеологической разведки. Доктор Шин Чон Хи дала комментарий для издания Sovereign. Удивительно, что при виде наших судов торгоидские корабли в этом регионе не проявляют немедленной агрессии, как, наверное, в любых других местах, где нету торгоидских вихрей, кстати, и мы об этом знали давно. По одной из наших теорий, эти торгоиды могут все еще выполнять приказы миллионлетней давности, атаковать только стражей. Следовательно, согласно их логике, люди принадлежат к неизвестному биологическому виду и врагами не являются. По другой версии, эти торгоиды задействованы на вспомогательных работах, таких как сбор метасплавов, ведь именно этим заняты торгоиды, на которых еще можно наткнуться в некоторых туманностях. Если что, у меня есть одно очень интересное видео по поводу второго торгоидского клана. Вот где им сейчас вылезет ссылочка, подсказочка. Посмотрите, такое реально может быть. Если, конечно, управленческий состав у фронтиров поменяется. Влиятельные сторонники мира с пришельцами, а такие, видимо, еще каким-то чудом, остались, Тимоти Калвер, Бернадетта Уэллс и Дев Венкатеш призвали к внимательному исследованию региона. По их заявлениям, нам представилась возможность для мирного диалога с торгоидами, которые за прошедшие столетия могли создать собственную субкультуру, допускающую возможность сосуществования с человеческим видом при условии соблюдения определенных правил. Субкультура, торгоиды, панки, эмари, металлюги, выбирайте кого угодно. Кошмар. Другие выступающие за мирное разрешение конфликта группы требуют ограничить присутствие военного флота в регионе, чтобы не провоцировать торгоидов. В настоящее время специалист Aegis заняты сбором информации и не осведомлены о планах по переброске антиинопланетных военных подразделений в данную систему. Что касательно, кстати, мирного решения данной войны с торгоидами. На предыдущей неделе, точнее позапрошлой, под контролем торгоидов было 770 с копейками систем, потом было 718-720, сейчас уже 670. Чё-то как-то вроде выигрываем, не знаю.
Что-то фронтиры, скорее всего, придумают к Новому году. Эта система, кстати, не так уж и далеко от пузыря. 1500 световых лет. Нормально. Слетаем туда, покажу, что там есть. И да, кто шарит, может мне объяснить, что у меня с микрофоном? Я записываю, все нормально. Когда слушаю, плохо. Когда на YouTube это выкладывается, плохо. Но на стримах все нормально. Либо проблема с микрофоном, либо что-то со мной. Настройки одни и те же, что на стрим, что, собственно, на видео. И да, если что, в описании под видео ссылочка на новый микрофон. Что делать с этим не знаю, крутил уже все, что только можно. Гейн ниже половины. Вот эта вот планета. 1200 от главной звезды в этой системе. Погнали. Без подробного сканера поверхности сигналов у нас не будет. Если вдруг сюда полетите, знайте об этом. У нас тут 7 сигналов таргоидов, между прочим. И что мы видим? Crash Site, Ancient Ruins, еще Crash Site и Ancient Ruins. Давайте-ка начнем с древних руин. И да, кстати, что это до сих пор у нас на английском, это довольно интересно, потому что обычно локализация поспевает. Это либо косяк фронтиров, либо я не знаю что. Написано «Древние руины». Летим на древние руины. Вы же знаете, что это такое? У наземных различных баз стражей есть два варианта. Конструкция стражей и руины стражей. Только куда мы сейчас прилетим, это нифига не руины. И все же планеты здесь красивые. Сравниваю и поигрываю в Star Citizen и в Элитку, и знаете, что вам скажу? Элитка довольно, так знаете, неплохо выглядит. Хотя есть, конечно, то, чего хотелось бы не видеть, что есть в Star Citizen, нет здесь. Но да ладно, давайте смотреть. Да, будет много отступления от темы. Люблю поговорить. Этот сигнал почему-то сейчас находится у меня наверху. Вы это видели, я его пролетел. Но какие-то огрехи неясные. Ну да ладно. Давайте смотреть. Вон там внизу. Это просто обычная конструкция стражи. Ничего в ней такого прям уж супер интересного нету. Пихали даже сюда неопознанную реликвию. Не берет. Не такая. У этой конструкции, которая называется древними руинами, которая находится рядом с Большим Черным каньоном, нам будет падать чертеж оружия. Вспоминаем те самые датамайны, которые я показывал на стриме, но не снял по ним видео, по поводу датамайна, по поводу вооружения стражей, по поводу антикоррозийных щитов. По поводу них я уже вроде рассказывал. Суть ясна. Обычная конструкция. Летим на следующую. И еще один забавный момент, пока летим до следующей. В этой системе нету никаких сигналов. Тут пусто. Это авики, остальное планеты. Здесь ничего. Как и в соседних, на довольно большом расстоянии, что довольно очень странно. Как бы вы видите, да? Это не руины, это конструкция. Тоже. Но называются руины. Может быть, они потом будут вести здесь раскопки, все это будет здесь визуально меняться. Может быть, найдут тут что-нибудь такое новое, на основе чего сделают новые технологии, новые модули, новые пушки, новые щиты, бла-бла-бла-бла-бла. Конструкция стражей, на которой у нас падает, между прочим, фрагмент чертежа судна стражей. И активируется она не с помощью реликвии стражей, а с помощью ключа стражей, который нужно фармить где? Правильно, на маяке стражей, которого рядом здесь, но я не нашел. Но я не особо чтобы сильно искал, но люди из Кэнон искали. Не нашлось. Имеем, что имеем, но это еще не все. Крэш-сайт. Целых 5 штук. На стриме я ожидал здесь увидеть разные вещи. Но, блин, знаете, насколько сильно я был расстроен, когда мы увидели обычного, разбитого, торговецкого разведчика. Их тут целых 5 штук на планете. Да уж. Давайте посмотрим поближе. Ничего нового. Все то же самое, что и было давным-давно. Вот он, новый контент после 16-го обновления. Вот как фронтиры борются с низким онлайном. Вот что они новое вводят игру, чтобы люди возвращались в нее и играли. Ой, какие красавцы. А затравочка-то какая в плане сюжета? Мир с торгоидами. Снова. Вспомните, блин, корабль Kingfisher. Птичка напела, сам не проверял то, что на одном из таких сигналов есть разбитое ТРП. Здесь, на этой планете. Какого черта оно там находится, я не знаю. Кто-то его подбил, что ли, или нет. Может, даже сейчас слетаю, найду. И да, все это находится относительно на близком расстоянии.
Соль на рану, немножечко, вы скажете нытье, я скажу констатация факта. Вспомните, что у нас было год, даже больше назад. Колония Бридж, зачем? Неясно. Тот же самый Protoss Wave. Подготавливали систему, строили супероружие, защищали систему от таргоидов, пока все это дело строилось. Что в итоге? Все бабахнуло. Бабахнуло довольно сильно и знатно прилетели таргоидские титаны. Летели тоже долго, но долетели в итоге. Только на той планете FHIV 246010b тот гигантский купол энергии как висел, как мы туда сесть не могли, так ничего и не произошло. Нам ничего об этом не рассказывается. Зачем развивать данную тему? Правильно, фронтиры, правильно. Будем вводить непонятно что, непонятно зачем. И потом через пару лет, авось, когда онлайн у этой игры будет настолько низкий, что онлайн на Discord сервере моем, либо Discord сервере Canon Research, либо антиксина инициатив будет больше. Ну круто же, правда? Давайте по приколу. Завтра в своем телеграм-канале, ссылочка в описании, я зайду в Steam, посмотрю, какой онлайн у элиты, зайду на Discord сервер Canon Research, антиксина инициатив и свой, и скину, какой онлайн там. Просто сравним. Да, действительно, люди были правы. Вот то самое ТРПшечка. Это вроде торговецкая смола, она что-то как-то не отображается. Здесь вот. Но есть еще обломки сенсора, а сенсора нет. Но еще один прикол. Крэш-сайт. 1,63 километра. Ему сигнал тут наверху. Ну да ладно, это еще не все. Там было написано то, что таргоиды перехватывают из одной системы в другую, рядом типа перехватили, бла-бла-бла. Летал туда-сюда. Летал в гиперкруизе, в этой системе, в той системе, межсистемами, в разные системы в этом регионе на расстоянии там 50 световых лет. Кружил. Меня ни разу не перехватили. Делал это специально, делал все на стриме, приходите на них, конечно же, там вы все узнаете гораздо быстрее. Так вот, делал не просто так, потому что если есть второй торговецкий клан, у них могут быть другие глифы, значок, который у них есть. Я сейчас говорю не этот ореол, который вокруг, а та самая другая сердцевина, которая внутри. Повторюсь, видео на эту тему имеется на канале. Это довольно забавно. Я здесь был на стриме. Система находится в 77 световых годах от той системы, где у нас все эти руины, которые не руины, и крэш-сайты. Третья планета, спутник под номером G. Это у нас A, B, C, D, E, F, G. 7. На нем было кое-что. На нем этого почему-то больше нету. Сигнал пропал. Там валялся просто торговецкий сенсор. И на некоторых планетах в этой системе также. При этом процент описи, как видите, у меня уже был 100%, и ничего нету. Интересно, убрали ли это фронтиры? Не знаю. Но еще там было что-то написано по поводу метасплавов. Тоже что-то не нашлось. Может быть, нужно получше искать и найдется, но сигнал, который был, пропал. Вот так. Но это, конечно же, еще не все. У нас же очень много контента нового. Салли в своей социальной сети кое-что опубликовал. Если что, у нас сейчас 2 комьюнити-менеджера, которые этим занимаются на стримах, общаются с комьюнити, конечно же, обсуждают различные нововведения, которые просто всем сносят крышу. Это Артур и Салли. Опубликовала следующее. Вот перед вами картинка. Там у нас отзеркальный текст и, собственно, морзяночка. На азбуке Морзе кое-что зашифровано. И картинка. Давайте касательно отзеркального текста и морзянки. Там зашифровано and when it left. А потом он ушел, потом оно ушло, потом это ушло, что ушло, куда ушло, неясно. Ну какая же интрига-то выдерживается, а? Не, ну молодцы, фронтир. Только что это? Кто это? Плюс сама картинка. Если поработать с цветокором, с экспозицией, со светом, будет такая вот картина. Какие-то непонятные линии. И какое-то сияние. Очень кое-что, кстати, напоминает. Я сейчас говорю про Барнард Луп. Либо тот самый торговецкий вихрь. Любой. Может, они улетят, а может, нет. Вспомните про торговецкую матрицу. Может быть, у нас просто эти улетят, а вырастут новые. Ни малейшего понятия, как и вы. Фронтиры молчат, строят загадки. И все. Вот оно, 16-е обновление. И вот он, новый контент. Круто, да? Нет, я не спорю, контента в этой игре много, реально много.
Но не тем людям, которые в эту игру играют чуть ли не с 2014 года. Если что, это и не про себя, я в этой игре с 2020. Но как бы всем настолько все приелось, и люди просто ждут то, что будут загадки, как старые, то, что будут цели сообщества как раз в неделю, то, что сюжет будет двигаться активнее, потому что продвижение сюжета является чем? Правильно, движением нововведений. А их нет. Предыдущие новые модули, которые вводились, вспомните? Это старые, переработанные. То же самое новое вооружение против таргоидов. Бедная многоствольная пушка. Сколько она на себе истерпела? Ну, многоствольная АИ-пушка. А еще был слышок про гимбальное вооружение стражей. Если там будет гимбальная рельса, гимбальная плазма, как оно и было, ну тут это все. Уже просто в открытую люди, которые получили партнерку у фронтиров, записывают видео, то, что игра мертва. Когда я об этом говорил полгода, вам это не нравилось. А вот когда они записывают, вам, наверное, нравится. Хотя вы, наверное, их не смотрите, они все англоязычные. Поживем, увидим, что будет с этим великолепным проектом. Желаю скорейшего выздоровления. Правда, проект хороший, я в него верю. Но только в него. Во фронтиров я уже не верю. Как-то так. Пишите, что вы думаете по этому поводу, касательно всего сказанного. Видео, конечно, было размазанным, скажете много воды, много всего. Ну, знаете, о многом хочется поговорить и обсудить. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки и все это прекрасно. В описании под видео все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети и помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, точнее сегодня, на видосе по элитке, на видосе по Star Citizen, наверное, и возможно будет еще стрим по Star Citizen. Всех обнял, целую, до встречи.